ОИЯИ подходит к своему 70-летию в великолепной форме. У нас ученый совет, полный зал. Приехало 25 человек, 25 членов или около того, и полный экран в онлайне. Всем очень интересно, что происходит в институте. Все очень поддерживают то, что происходит в институте. И в этом смысле у нас повестка научная к 70-летию просто прекрасная. Ну, я так вот думаю, искренне думаю. Основная тема для обсуждений, конечно, запуск коллайдера. И вот сегодня ученый совет взорвался аплодисментами в адрес команды, которая запустила коллайдер. Мы продемонстрировали циркулирующие пучки тяжелых ионов с релятивистской энергией почти 2 ГеВа. И параллельно с настройкой коллайдера идет эксперимент на барионик matter от нуклотрон, на fixed target. Уже набрано почти 1 миллиард событий на одной из энергий, и мы последовательно будем работать еще на 3 энергии. Большой интерес и большой ажиотаж вызвал доклад Юрия Цолаковича Оганесяна об эксперименте по синтезу 119. Начинаем эксперимент, который в этом же году что-то покажет. Причем эксперимент такой, если путь дальше к более тяжелым элементам, или мы уже все исчерпали. Вот. Что касается предсказаний, то одна предсказывает есть, а другая предсказывает нет. Практически исчерпали. Поэтому слово за экспериментом. Вот этот эксперимент должен быть, он готовился очень долго. И этот эксперимент мы делаем в России. Мы сейчас его готовим в России, в Беркли, в Петрограде. Привозим их сюда, делают наши мишени. И потом целый год работы. Ну вот, всех это волнует, естественно. Нас, наверное, больше всего, но трудный опыт. Но чтобы он был значимым, надо обязательно его сделать хорошо. То, с чем мы работаем, то, что является нашей мишенью, которую мы облучаем, имеет период полураспада 1 год. Через год его становится вдвое меньше, еще через год становится еще вдвое меньше, и еще через год, считайте, что он исчез. Поэтому, когда ты ведешь эксперимент, без права на остановку, я уже не говорю без права на ошибку, второй раз не можешь это сделать. Он просто исчез. И не могу не сказать о том, что, пожалуй, главная особенность международности этого ученого совета, вот аудитория, которая сегодня в конференц-зале, и доклады Мишеля Спиро, это экс-президент Международного союза чистой прикладной физики, это великий ученый, выдающаяся личность. И вот он приехал в Дубну как комиссар ООН рассказать о том, что в рамках этого года уже происходило и что будет происходить. Он, как председатель оргкомитета этого года, пригласил ОИЯИ с нашим форумом, который мы будем проводить в феврале 2027 года, форум по фундаментальным свойствам материи. Это большая международная конференция, посвященная 70-летию института. Он предложил и с огромной радостью поддержал это, чтобы этот форум стал одним из элементов десятилетия фундаментальных исследований, объявленных ООН. То есть статус мероприятия, которое будет проходить в ОИЯИ, мы ожидаем около 300-400 человек. Вот уже мы сразу будем видны очень хорошо в этом глобальном десятилетии. Еще один доклад был замечательный сегодня от наших мексиканских коллег Мария Cetto и Алехандро Аяла. Это страна-партнер института. В 2023 году мы подписали соглашение межправительственное с Мексикой. Прошел Координационный комитет, отобраны 4 проекта, начинают уже реализовываться эти 4 проекта. Прозвучало прекрасное предложение, высказанное Бразилией,
значит, сделать тройственное соглашение между Бразилией, Мексикой и ОИЯИ о поддержке ядерно-физических исследований в наших странах и в наших странах и в наших институтах. We have complementary strengths and also some weaknesses, one has to understand, and that is what collaboration is about. And it always starts on a personal basis, you know, when people know each other. But then you have to bring this to the higher level. And that's what we have been doing. We have been serving as sort of bridges between the scientific colleagues, the communities, and the ministries, the government authorities, in order to elevate our personal collaborations to a real cooperation, standing cooperation agreements between the Joint Institute and our Ministry of Science. And this is going very well. We have several groups, Mexican groups, working already with groups from the Joint Institute. We have a very good collaboration in the field of detectors in NICA. That's the strongest one, but it is not the only one. We have also interest in radiation in general, radiation applications, radiation medicine, radiation biology in particular. And also we don't want to limit it to a few areas that have been identified already, because our interest is also in using this opportunity to send younger people for training in the different areas of the Joint Institute. And these young people then come back and will help develop those areas also in our country. Поэтому я очень доволен тем, какая живая атмосфера сегодня в зале, тем, что яблоку негде упасть, много приехало гостей, и тем, насколько насыщена и плотна научная повестка нашего ученого совета. Well, my impression is precisely that we learn where things are going, the strategic areas, the strategic, say, decisions that have been taken by the Committee of Plenipotentiaries, and how they are being implemented in the different laboratories, the different groups, and we take that back to our country. We serve as sort of ambassadors for the Joint Institute, but also from our own country coming here. And this is a sort of science diplomacy, which is part of our work as scientists also. И дай Бог, чтобы нам всем хватило сил и времени на реализацию наших планов, потому что забот, дел и планов очень много. Я хочу просто всем пожелать крепкого здоровья и много сил, чтобы мы эти планы все вместе выполнили.